5 государств прикаспийских: Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан. Эти страны, они породнились с Каспием. Это море является своего рода магнитом, и благодаря своим невероятным ресурсам, геологическим ресурсам, стратегическим ресурсам, нефти, и благодаря уникальной фауне в виде редчайших сортов рыб. Каспий всегда был, есть и будет, наверное, той интересной точки не только 5 прикаспийских государств, но и мирового сообщества. И предыдущие 4 года, с 2000 по 2004, проблема Каспия зазвучала практически на всех континентах мира, потому что это не только энергетический интерес приковывал, но и политический, учитывая, что те проблемы Востока, которые существуют на Востоке, развиваются, живут и вызывают много вопросов и в первую очередь опасений. И для меня каспийская тематика, она близка. Очень жалко, что с 2004 года, после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Казахстаном, вот практическое движение в проработке вопроса статуса Каспия, ну, я могу сегодня точно сказать, не продвинулись практически на НИОТу, хотя в 2004 году мы где-то в пределах 60% подготовили текстовую часть, за исключением тех серьезных разногласий, которые были по южной части. Но сегодня мне кажется, что Каспий уже не только энергетическая проблема, но и геополитическая. Геополитическая она связана и с теми вопросами Востока, и в первую очередь то, и как, знаете, подтверждение этому, его в какой-то степени милитаризация. Если раньше на Каспии была Каспийская флотилия, то сегодня практически все государства имеют какой-то состав пограничных войск, пограничного флота, который вот курсирует. Хотя в свое время я всегда выступал за демилитаризацию и говорил, что нужно заключить общий договор о безопасности этих 5 государств для того, чтобы Каспийская флотилия осуществляла общий контроль и решала общие задачи безопасности здесь. Первый шаг был сделан после того, как было подписано российско-казахстанское соглашение о разграничении дна северной части Каспия 1998 года, дающее право в этой части начать заниматься разработкой нефтяных месторождений. Хотя в 1975 году эта зона, в которой сегодня работают в первую очередь наши соседи-казахи, это была зона заповедная, и это зона Нагула-Осетра, вот, и разработка нефтяных месторождений была запрещена. Хотя о том, что существует достаточно серьезное и хорошее месторождение Кашаган, это было известно и в советский период времени. Вот. И это сегодня тема выхода казахов в Кашаган, на мой взгляд, она сегодня является достаточно серьезной опасностью с точки зрения экологии Каспия, учитывая то, что Кашаганское месторождение является сероводородным. И я всегда говорил и говорю, что нефть, она плохо, конечно, влияет на водные ресурсы, да? Вот, но ее можно собрать, в конце концов, какая-то часть осядет, третья часть рыбы ее съедят. Плохо будет то, что рыба будет пахнуть. А сероводород — это то, что ушло, не поймали, но все погибло. И примеры такие были, и мы об этом говорили на тот период. Это гибель лебедей, гибель тюленев в районе Мангышлака. Вот. Эта тема как-то она была, но она была завуалирована на каком-то этапе, вот, и не имела какого-то продолжения. Достаточно серьезная эта проблема. И несмотря на то, что
Существует Тегеранская рамочная конвенция защиты морской среды Каспийского моря 2003 года и протокол к ней 2011 года, который говорит как раз о загрязнении нефтью. Вот. В этом отношении там есть масса нюансов, которые необходимо было бы дописать, прописать, ужесточить. Вот. Потому что воздействие, конечно, на окружающую среду в трансграничном контексте, конечно, нужно ужесточать в этом отношении.